Ну там нужно слишком много скорости. Прям реально много. Леончик. Леончик в Магуса. Что опять, по-моему, подлагивает. Или мне кажется? Возможно, кажется. От 100% Магуса не будет. 100%. Естественно. Сегодня у нас грустные игры. Как же долго игра начинается. Магус не дают, да? Обидно. Ну, ясен хрен. Блять, обидно. Соответственно, что и следовало ожидать. Неудивительно. Игра, почему-то ты меня не удивила ни разу. Подожди, сколько у нас здесь урон за тик? 25 урона. Маловато, но хотя бы что-то. Давно не разгонял Леона через спид-демона. Нет, палец выпадает. Ты не угадал. Там был False Promise, но я уверен, что если бы я взял False Promise, палец бы я не нашел. Поэтому ну его нафиг. Пускай будет так. Так, главное, бывает такое, что, например, тебе выпадает сейф, ты его не берешь. Ты берешь то, что тебе нужно, и, соответственно, следующий ролл выпадает либо тот же, либо другой сейф. Более-менее неплохой. Такое тоже бывает. Ёб твою мать. Ой-ой-ой. Да. Болеть это плохо. Ну или не болеть, а вот такое чувство, такое прям на грани болезни. Вроде и не болеешь, и в то же время не очень. Все равно, когда ты чихаешь, когда у тебя горло першит, когда у тебя сопли, можно сказать, что это уже болезнь. А уже идет воспаление организма, а это уже плохо. И это уже не есть хорошо. Санкост... Ой, Санкост. Овerdrive, мне кажется, должен зарешать. Да, я знаю, такое бывает. У меня когда-то была игра на... на... Вечно забываю. На Dark City. Игра была на Dark City, я тогда еще хотел забустить Iron Shell его через торчерку. И что ты думаешь? Iron Shell нашел на 64-й волне. И такое было. Всегда, когда вспоминаю плохие игры, всегда вспоминаю именно эту. То есть твой скилл на 30-й, это вообще это абсолютно нормально. Вот на 64-й это жесть. Это реально жесть. Масасака! Там чувак с ником Шайба. Кстати, у этого чела 3400 рейта. К нам завезли задротов. Ну и ладно. Сопротивление магии. Пойдет. Так, у нас усиливается
3 способности агонимом, а это у нас никак не усиливается, только увеличивает радиус за счет шарда. А еще замедляет на 35%. Подожди, мне кажется, я точно не туда поставил. Я вот что-то сейчас прям так бам, и все, да? И ваншот. Чувствую сейчас кусь или ча нет. А не. Молодец, плюс бабки. Изи. Там тоже бустер какой-то. У него базовый буст. Вот базовый буст. Вот базовый буст. По идее, все. Что он там пишет? Жалкое, невежественное существо. Мне интересно, зачем он взял Giant Strike. Хотя дополнительно он криты, слэты фисты. Ну да, неплохо. Понимаю. Что у нас там по раундам, кстати? Опа, все раунды первые. Кстати, это прикольно понимать, что ты дефаешь первым все раунды для спиддемона. Это прям хорошо. По ставкам. 4-0 по ставкам. А? Что? Как это вообще? Сегодня играл Bloodseeker. И Giant Strike топ-1 сделал. А, Blitz Strike. Через Giant Strike довольно тяжело играть. Нужны способности, нужен более-менее неплохой герой. Тут реально нужно правильно играть. Что-то Лич какой-то прям задрот. Он взял нетерпеливость, взял Актарин, чтобы перезаряжать. Shadow Realm, прикольно. Ну, я не сказал, что прям лютый задрот, но он понимает игру. И у него, мне кажется, вехи в тройку. Видимо, да. Только рейтинг какой-то слабый. Может, недавно начал играть, может просто забил на игру. А, он даже пишет. Мне? А что? Я в отпуске. Удивительно, 6-0 и все раунды первым. Кошмар. Что происходит? У меня такое бывает прям... Как будто я сплю, типа, а? Не, вроде не сплю. Туск отключается, понятно.
Чё? Бибоскин? Ну ладно. Будем считать, что я прочитал правильно. Хотя я не уверен. О, там... Там типа мистер Терпила, что ли? Или мне кажется? Я на лече? Окей. Не, он сейчас умрет. Он бы выжил, если бы он не получил урон от варда. Если бы он не получил урон от варда, он бы выжил. Я, конечно, не думал, что он будет так играть. Но он по факту ничего не сделал. Ему можно было собрать агоним, закопаться, и вард бы его не пробил. По-моему, Тусик заснул, не? А, он же шлевал. Он вернулся. Возвращение блудного сына. Такое ощущение, как будто у него вообще бесполезность. Просто мистер бесполезность. Что мало стаков как-то. Вайпер уже где-то Игис потерял, да? Наверное, на боссе, потому что босс противный, а там особо урона нет. Так и знал, еще один. Потерял лицо от варда. Отчим Папича? Ясненько. Ну тут вард, мне кажется, точно не пригодится. Просто дать палец и все, чувак сдох. Bye, have a beautiful time. Мистер Фингер. Finger of Death. Пробовал сделать вот так. Так, подожди, мы пока что идем вровень идем. Ух, нифига себе там дальность. Неплохо. Тут, кстати, идеально что? Идеально снизить КД и все. То есть нетерпеливость, Акторин. И нормально. Как говорится, пойдет. Ширак бэбэк. Жалко, что мне забрали золотой буст. Почему, не понимаю. Какого-то хрена забрали золотой буст. Это печалька. Это нехорошо. На ставочках плюс 7778.
Где? У тебя просто бульварк, блять, с Вендеттой, Бравлер. Я не играю. Интересно, Пэл вообще выиграет? В теории, да. Но у него ничего нет, мне кажется, он точно проиграет. Потому что ультимейт ему не пробить, духи летают и исчезают. Его на изи вообще. Ну, с руки я могу бить. Это логично, да? Потому что статы увеличиваются, скорость атаки увеличивается. Базовый дэмэдж увеличивается. Что, по сути, жестко. Но не хватает под сейве. Давайте возьмем шартик. А, подожди, зачем я его взял? Под сейф, да. Тут согласен. Это единственная волна, где я не завершу первым. Обидно. Ну ладно. Тут никак, тут без шансов. Тут реально без шансов. Так, тут 10 ко всем атрибутам. Или просто броню увеличить. Продайся. Пускай будет броня. Хату на меня. Хату на меня. Да, согласен. Под сейф, конечно, это немаловажный факт. Факторный. Немаловажный фактор, способность, кнопка. Неважно. Но это нужно учитывать. Без подсейва делать в игре, можно сказать, практически нечего. Но бывает такое, что даже и подсейв не нужен, ты выигрываешь. Да, конечно, без подсейва тяжелее. Но подсейв — это единственная возможность не получить урон. Но опять же, правильный подсейв. Потому что бывает неправильный подсейв. Что так долго нажимается? Спасибо за игру. Эх, помянем челика. Там чувак на ишаке умудрился первым задефать. Ты чё, псих? И чё у него там? Вампиризм, интеллект? А, ну у него овердрайв. Жестко. Не, быстро он сдался, потому что у него билд дерьмо. Посмотри, что это такое. Да и 1200 рейтинга, это говорит о том, что челик особо не пытается что-то сделать. Серьезно. Да, кстати, подкрутилка у меня 89% сопротивления магии. Нормально. Ну, вообще, это прикольная способность, потому что она дается очень далеко. Прям нереально. И этим можно сбивать айн-диск.
конечно, в БКБ. Так у меня урона дофига. А ты думал, в БКБ невозможно убить? У меня крещендо и первый ход. Но я не смотрел, может там первый ход закончился, но по-моему нет. А первый ход это 80% урона. Там тем более я ему пол хп снес, а у него сопротивления магии особо нет. А БКБ дает только 50%, поэтому... Если учитывать, что у него сопротивления нет, и это дает всего лишь 50, то логично через мое усиление, которое дается, соответственно, тут в тройку, тут логично в тройку. Причем это палец, который уже разогнанный, поэтому... Там не спасет БКБ никак. А тут челик ливнул. И его шотнул. Кстати, кто не знал, блюр, если снизить КД, Акторин, нетерпеливость в 3 и найти бажужу, то блюр бесконечный. Просто покупаешь агоним, длительность 5 секунд. Перезарядка реально за счет бажужи бесконечная. Ильшак все равно умудряется первым задефать. Кошмар. Дефаешь вроде быстро, а он оказывается немножечко быстрее. Сейчас будет ашот ваншот. Дежавю. Блин, жалко, там не видно сколько урона. Счетчика урона нет, потому что буста нет. Я не знаю, почему у меня буст забрали. Да, ближникам и дальникам нужно подходить, потому что ты исчезаешь с карты полностью. Тебя не видно на 5 секунд. Тебя никто не увидит. И в радиусе 500 герои тоже тебя не видят. А это 5 секунд длительность. Считаю неуязвимость. На крипах, если ты делаешь бесконечный блюр, это неуязвимость. Любые крипы тебя не увидят. То есть вот, опа, все, видишь? Они тебя не видят. Ильшрак продолжает дефать первым. Это до поры до времени. Он скоро перестанет дефать первым. R67. А, я понял. Это было ожидаемо. Был бесконечный фейшифт, я делал, да. Это была имба, согласен. Это была имба. Это реально была имба. Так, нетерпеливость. Я, конечно, могу золотой буст продлить. Просто открыть его. У меня 29 тысяч, могу открыть ее. Но я не знаю, почему у меня золотой буст закончился. Неужели все? Теперь золотого буста больше не будет, да? Грустненько. И, конечно, не знаю, что мне ответит разработчик, посмотрим. Но пока я осознаю тот факт, что у меня золотой буст забрали, и это печалька. Даже купол, да, согласен. Купол никак не решал за счет того, что ты находился в фейсшифте бесконечно. А фейсшифт работает по принципу... Как еще? Как это объяснить?
То есть ты уходишь в него, и ты находишься вне зоны действия, в недосягаемости, тебя невозможно тронуть. Купол существует здесь, как будто в этой реальности, да, а фейшифт существует в другой реальности. И, соответственно, если ты фейшифт нажимаешь, и находясь в нем, ты опять же нажимаешь, то, соответственно, купол не помогает никак. И это, соответственно, называется дисбаланс. Поэтому разработчики решили сделать балюру. Ой, не балюра, фейшифт. С увеличенным КД и с маленькой длительностью. Я крипов убиваю за счет Штормкрафтера. Охренеть. Сколько задержка? Да, обычная, секунд 8. Ничего такого. На ставках удивительно все прекрасно, более-менее. Лишрак умудряется первым дефать, это удивительно. Неужели у него там настолько космический урон? Хотя, если учитывать, что у него овердрайв, это 90% урона. Там первый тикать пульсного, нифига себе. Явно много урона. А интеллекта у него 270. Но у него статы особо не увеличиваются. У него есть великий маг, который не знаю, сколько добавляет. Возможно, в единицу. Но овердрайв бустит его хорошо. По крайней мере, первые тики там... Ё-моё. БМ? Так у меня есть защита. У меня Blade Fury. От БМа у меня есть защита. Я не боюсь БМа. Да, если блюш закончится, и я не пробью чувака, и он потом нажмет БМ, то я, соответственно, умру. Логично. Все, Лишрак не первый. Изи. Ну, ты думаешь, я бы не увидел? Я чекаю всегда. Я чекаю всегда эти... Ну, в основном, когда я пытаюсь выиграть дуэль, да, я чекаю предметы всегда. До последнего. И вот когда чувак на профетке взял Айн-диск, я это прочекал и взял себе нулифайр. Я догадывался, что этот топовый чел, там 3400, я догадывался, что он будет брать Айн-диск, потому что это единственный вариант, как засейвиться от пальца, быстро засейвиться. Можно, конечно, взять линку, лотус, это тоже имба. Тут Айн-диска нет, поэтому так бам, все. Всего хорошего! И, соответственно, его шедурям не спасает вообще никак. И если ты даешь способности в Shadow, то есть он нажимает Shadow, да, и ты даешь палец. Двоих не задело. То ты успеваешь как раз пробить, попасть в Shadow и пробить. Там он доля секунды есть. Даже максимальный эффект достигается. Ну это максимальный эффект. Ну да, он не сразу срабатывает, там доля секунды есть. Тут, правда, не написано. А может 0,5 секунды. Может чуть меньше. Все равно Лишрак дефает слишком быстро. Слишком быстро. Просто космически быстро. $4700, что 4700? 4700 чего?
Да блин, опять одного не задел. А, подожди, мне получается надо Бладстоун взять. Бладстоун увеличит радиус. Я туплю. Зачем мне Шива? Хотя Шива пригодится. Наверное, пускай будет так вот. Некрас через косу. Я понял. А, это разработчики дали. Разработчики подарили. Точнее, один из разработчиков. Ну, создай канал, попробуй записывать ролики, может получится. Может что-то дадут. Но я не знаю, почему золотой буст забрали. И взяли и забрали золотой буст. Грустненько. Интересно, с чем это связано. А, комп такой себе. Ну... Тут, по идее, можно найти под сейф, да, и взять обратку. Ох, залагало, ё-моё. Что из обновления? Из обновления залагало золотой буст или что? Шайба. Баджуджа, ё-моё. Баджуджа, это, кстати, прекрасно. Блин, крипов шотает. Штормкрафтер, офигеть. Тут, мне кажется, должно быть изи. А, я не ту кнопку нажал. Ну ладно. Пассивка Вайпера, защита, тут магия. С огневом неплохое замедление атаки. Не знаю насчет ласткатки, не знаю. Кто сильно хочет поиграть, пишите плюс. Может быть, создам лобби. Но опять же, плохо себя чувствую. Я чё-то не особо горю желанием играть дальше. Не, я как бы могу. Но я что плоховато себя чувствую. Блин, ну просто вард в соло. Это изи. Кофеечек допиваем. Он тоже нашел Баджуджу. Баджуджа. Баджуджа. Сто стаков, идеально. 45 волна, 100 стак.
А это 90 ко всем атрибутам. И что соответствует, что это лучше, чем Лейтблумер, потому что Лейтблумер дает 99 ко всем атрибутам на 80 волне только. О, жестко. Спиддемон для статов. Чисто ради статов. Оно еще скорость передвижения увеличивает. Что сопоставимо, например, с гонцом. Вместе смотрится неплохо под какой-нибудь трампл. Ну или под баш. Что-нибудь типа из этого. Из этой серии. Винер сильный? Ну, не всегда. Я иногда играл через Винера, и у меня не получалось выигрывать. Потому что попадаются противники, против которых твое огромное увеличение урона не позволяет его пробить за счет того, что у него сопротивления много. Либо сопротивление физическому, либо сопротивление магическому урону. И как раз против этого нужно собирать именно снижение сопротивления магии. Хотя бы какой-то, да? Хотя бы какой-то. Нулфилд какой-нибудь, да? Роба. Что-нибудь еще. Что-нибудь из такого, чтобы снизить сопротивление магии и попробовать пробить. И то далеко не факт, что получится. Ну так 90, я понимаю, что это мало. Но тем не менее, пойми, что у тебя увеличивается броня, что дает тебе возможность дальше пройти за счет брони. У тебя увеличивается сила, что, соответственно, дает тебе больше жира. У тебя увеличивается интеллект, что добавляет тебе урон. Так что мало не мало, но тем не менее. Через спиддемона неплохо играть. Раньше, конечно, вообще была имба. Вот раньше была жесть. Потому что там и до 5000 доходило статов. 5000 статов. Но это слишком дисбалансно. Не понял. Вот это другое Я дело. понял. Он, получается, заэвейдил. А как? Зачем? Ну ладно. Жалко, не могу посмотреть, сколько там дэмэджа. Но я думаю, дофига. И Шива неплохо так бустит урон исходящий на 18%. То есть весь... А, не, на 15%. То есть весь наносимый урон увеличивается на 15%. То есть это идет увеличение, по идее, как я полагаю, что это увеличение урона идет после всех увеличений урона. Ну, значит, тебе повезло.
Это чисто совпадение. Не больше. Я помню, разгонял палец на Леоне, да? Через первый ход, через крещендо. И я не помню, какой перк у меня был, и я шотал крипов даже на 100 какой-то. И просто ваншот. Пассивка визажа. Она блокает дэмэдж. То есть любой исходящий урон по тебе, он блокируется. Чем больше слоев, тем больше блока урона. Там 80% снижения урона максимально. И первый урон, например, от Симонов, допустим, да, или у того же Джайн Страйка, он будет ослаблен, и ты можешь от этого переиграть. А это снижение урона любого урона. Подожди, его пульс снова работает... А, да? Пульс снова работает даже в этот. Прикол. Даже в Шедреалм. Ой, не пульс снова, а молнии. А там за счет таланта пульс снова активирует Лайтшторм. И она получает, что пробивает Шедреалм. Интересно. Верните золотой буст. Хотя я могу его продлить на 30 дней. Но если мне его не дадут, мы его продлим. Там я не знаю, сколько урона залетело в него, да? Но там сопротивления нет. Там просто нет сопротивления никакого. Поэтому я думаю, там 1015, наверное, залетело. Как контрите макрон? Через сопротивление магии. А как еще? По-другому никак. Упс. Испарился. А! Блин, рука. Ударился рукой. Рука. Можно вот брать всякие пассивки, всякие защиты от магии, такие как Blood Fury, да, Rage, например, брать отречение, допустим, да, тут увеличивает сопротивление магии. Вот пассивка добавлять. По-всякому можно. Просто нужно найти способ. Но желательно, конечно, иметь больше 80%, потому что, например, недавно Удж меня убивал своей жралкой в 81% сопротивления магии. И это, конечно, жестко.
GG. Спасибо за игру. М? Тут можно просто взять ветерана войны и убивать пальцем. Довольно долго. Так вот просто вот так сделать. И убивать довольно долго. Я, конечно, не знаю, сколько конкретно волн я так пройду. Но по фану можно проверить. А, блин, надо было все-таки, по идее, нетерпеливо взять. Чтобы был бесконечный этот блюр. Пассивку цемки можно найти. Неплохо пробустит. Да уж, конечно, урончика там хоть отбавляй. Я не думаю, что я так далеко пройду. Но у меня уже 62 плюс. Ну да, интеллект, конечно, побольше. Статов он как бы много не дает. 172. Но опять же неплохо. Опять крики были. Крики и стоны. Подожди, сколько здесь, когда 11 секунд. Блин, бажу же, это просто какая-то имба. Тем более с блюром. Палец бесконечно. Угу. Снижение сопротивления магии. 25%. Блин, там по идее можно было взять этот. Блин, не хватает урона.
Ну, этих убило, прикольно. Шарах-бабах, и нет его. Нормально. Его просто шотать этим гастом, нормально. Ух, я задолбался дефать. Интересно, сколько можно пройти так? 291. Ауч. Что сегодня? Боюсь. 1200, 1935 урона базового.
Я просто могу стоять на крипах и кайфовать. Ай, блин, не прочекал. Да, тут даже гост скипетр наносит слишком много урона. Бабах, Гастон. Что? Я же ушел в инвиз. Или я кого-то бахнул с руки. Вроде ж никого не бил. Что-то я опять не прочекал. Не, ну тут урона, конечно, слишком много. Да. Еще крипы так исчезают.
Ширяк бебех. А, блин, А, боже. Я, получается, там просто начал бить, и поэтому... Тупанул. Бабочки летают. Бабочки. Блин, чем так рука болит? У меня уже рука затекает. Шарах-бабах. Что-то уже как-то слабовато, не хватает урона. Эх, блин, у меня рука уже чешется, ё-моё. Если вначале нашел Мерту, то до прон заклинания был бы. Нет, там слабовато. Ну, тут согласен, да, тут можно поменять ульту Мерт и найти что-нибудь попизже. Согласен. У меня уже 2400 скорость передвижения.
Ну, а Гастом. Не туда кинул. Ого, этих шотнуло. А, как? В смысле? Так, вы умудрились. Я что, опять вышел, что ли, из инвиза? Возможно, я немножечко это туплю, да, и начинаю задевать крипов, не замечая этого. Блин, сказал мне жопа, походу. Что я уже особо не дефаю. Надо быстрее кнопки нажимать. Тяжело следить за кнопками, за всем.
А блин, зачем я нажал? Угу. Как я вышел из инвиза, алло? Э. Чё-то я задолбался дефать. Почти 1000 стаков с демоном. Еще 400 скорость передвижения. Эх, у меня жопа болит. Охренеть. Ты чё, умирай давай. Че, я думаю, 1000 стаков сделать, с демона хватит, да? Не, тут крутилка на самом деле особо не нужна, по факту. Что она дает? Ничего такого. Я могу крутилку заменить. Бладстоун нужен для радиуса, потому что как раз он увеличивает радиус, и палец попадает по многим целям. Да я с тобой не хочу далеко идти. Я хочу 1000 стаков сделать, спид демона хватит. Если честно, я уже задолбался сидеть. Ай.
Походу нам кранты. Мы не пройдем его. Опа. Пошли. Эх, не пробивается, блин, гад. Этот щиток как раз включает, блин, не вовремя. Опа, здесь шотнул, офигеть. Мощно. — 900 стаков спиддемона. Крипы меня, кстати, уже особо не пробивают.
Че этих шотает, интересно? Не умирает. Жесткий ли он получается? Ого, бегут. Все-таки быстрые. Не психуйте. Не умирают. Вот эти с гаста убью. Фу, лох. Не трогай меня. Иди от меня. Сколько? 990 стаков? Ауч. $999 стаков. $1200 стака. Изи.
Ух. Go next. Может, go спать. Мне просто интересно вот так играть. Я, по крайней мере, смотрю, на что я способен, куда можно пройти. 1000 стак воспить демона. Что, плиз? Плиз надо играть. Сколько там? 42 тысячи урона. 138 тысяч урона с пальца. Сколько интеллекта? 6500. Ой. Подожди, 900? 907 атрибутов? Блин, надо 1000. Что может еще усилить меня? Ну, понятно, что увеличение интеллекта. Сопротивление магии снижаю неплохо. 25 плюс 22. Ой, ух, ладно. Ну, кстати, меня крипы особо не пробивают. Но это тоже снижает сопротивление магии. Не, ну это слишком. Это слишком хорошо и прекрасно. Мощная игра получилась. По крайней мере, я не думал, что так жестко можно придумать.